Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. При покупке БУ автомобиля мы всегда нервничаем, волнуемся, потому что что-то мы не доглядели, что-то, может, не заметили. Да и вообще автомобиль не новый, бэушный, что он там все выкинет, неизвестно. Да и аппетит приходит во время еды. И это видео как раз об этом, о поиске, покупке автомобиля и постройке его для себя, под себя. И вы будете наблюдать за ходом развития событий и к чему это привело. Это видео не последнее и не единственное. Будет серия видео по истории этого автомобиля. Поэтому досмотрите это видео до конца и следите за этой историей. Это Toyota Carina E, 93 год, 1.6, 109 лошадиных сил на палке. И здесь не будет классического обзора, потому что обзор на такую машину был на канале несколько лет назад. Там также куплена машина для себя, сделана, восстановлена, есть сумма на тот момент, сколько это стоило. Для интереса можете сравнить и посмотреть, сколько это стоило на тот момент. Здесь мы расскажем именно про эту машину, про ее историю. История, разумеется, началась, когда она сошла с конвейера в 1993 году. В Германии у нее был первый владелец. И в начале нулевых, получается, купили уже из Беларуси люди. Отец и дочь ездили на ней, забегая вперед. Ну, по логике, два владельца, но юридически один, как это обычно бывает. Сколько было владельцев? 5. Ну, если разобраться, я первый. Так же и здесь получилось. И 10 февраля 2023 года ее купил юридически третий владелец. По сути, на ее юбилей, когда ей исполнилось 30 лет. 30 лет состояние просто мое почтение, потому что коцнут был только передний бампер, его следовало заменить. А так, все родное, все абсолютно, днище не дрявое, стаканы не гнилые, не было ни ржи, ни дыр, ни сквозной коррозии, лонжероны, все живое, все целое. Разумеется, да, где-то сколы за 30 лет на капоте, на дверях, все, уже лакокрасочное покрытие пошло по бороде. Жуков не было, таких жестких недостатков по кузову, но было состояние уставшее от эксплуатации за 30 лет. Но это простительно такому автомобилю. Поэтому при покупке его сразу же был заказан бампер передний, но уже рестовый, и решетка радиатора, также рестовый от автомобиля. Я думаю, кто разбирается, тот сразу заметил. 30 лет и родная краска, но это просто фантастика. Это уже все, миссия выполнена на 99%. Блин. Родная краска, да, но самое главное, что не было ни коррозии, ни дыр, всего подобного, что я сказал только что. И автомобиль, конечно же, покупался у знакомых по знакомству, потому что прошлый и теперешний владелец педантичный, ему не плевать откровенно, как большинство автомобилистов, на свой автомобиль, что ездит, пока ездит. Поэтому и был продан по знакомству за $500. Этот автомобиль был куплен, и, как всегда, началась череда вложений, потому что с бэушным автомобилем всегда есть что поменять, всегда есть куда потратиться. В общем, самое главное в машине тормоза, рулевое, ходовая, это ваша жизнь, ваша безопасность. С тормозов все и началось, все тормоза просились на замену, и в круг они были заменены все.
Потом сразу же подъехала ходовая. Все пружины были заменены. Перед сток, заднюю усиленная. И, казалось бы, все, езди, наслаждайся, машина хорошая. Бампер заказал, решетку радиатора заказал. Жуков нет, ничего нет, прошла техосмотр с новыми тормозами и пружинами, пора бы ездить. Но не тут-то было. Накрылся двигатель, провернула коренные вкладыши. И разбирать двигатель, ремонтировать шейку коленвала, потом назад все собирать нет никакого смысла. Дешевле, рациональнее и правильнее купить контрактный двигатель и его попросту установить, заменить прокладки, так, всякие сальники. И так было и сделано. Был куплен контрактный двигатель и установлен в автомобиль. По салону бюджетный минимум, а то и меньше. Нету кондиционера. Обычная печка, направление обдувами. Все, весла, люк, который необходимо бы поменять, потому что за 30 лет уже все резинки задубели. Высока вероятность его протечки, поэтому нужно менять. Все, больше нет ничего. Не такая скучная может быть торпеда, ее дизайн, как у многих других автомобилей, в том числе и у немцев. Но на этом плюсы заканчивается. Ничего такого нету. Хорошее состояние сидений, заднего дивана, да, сзади места предостаточно. Удобно торпедам, есть что туда положить, ничего не скатится. А так, обычный автомобиль из 90-х. Все доведено до ума после покупки. На машине можно ездить, в принципе, на ней и ездили. И она покупалась для повседневной эксплуатации. Но всегда в такие моменты настигают идеи, и нас куда-то тянет, появляется желание. Самое главное, чтобы были возможности. И это уже мы расскажем в следующем видео. А пока все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям. Счастливо!